Привет, друзья! Сегодня приготовим вкуснейшие панкейки. Это воздушные американские блинчики, которые особо хороши на завтрак. Поэтому, если вы любите блинчиков, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы погнали готовить наш рецепт. Нам нужно соединить все сухие ингредиенты в одну миску. Я взяла вот такое самое обычное борошно, хотела сказать, самую обычную муку, тип 500. Нам нужно 150 грамм, и желательно ее просеять. Почему нужно просеивать? Чтобы она насытилась кислородом, и это поможет нашей выпечке, чтобы стало еще воздушнее и пушистое. 150 грамм. К нашей муке я добавлю разрыхлитель, либо на болгарском бак-повер. Я беру доктор Йоткер, мне он всегда очень сильно нравился, и я даже не хочу его менять. Я беру вот один такой пакетик, здесь 10 грамм ровно. И к этому все я добавлю еще ваниловый сахар. Я брала два разных вида, вот такие, потому что меня удивило, что тут написано бурбонский ваниловый сахар. На самом-то деле это стоит 10 центов, а это стоит 45 центов. Как бы, цена внушительная. Интересно, что она из себя представляет. Она, видите, она коричневая какая-то. И вот самая обычная, которая... ребята, смотрите, разница просто какая. Вот коричневый сахар и ванильный. Так, мы добавляем вот эти два пакетика, это 16 грамм. Я хочу, чтобы наши панкейки не были очень сладкие, потому что я буду добавлять кленовый сироп. И чтобы это было не слепи мама жопа, как так называется, то я добавлю чуть-чуть. И здесь добавим маленькую щепоточку соли. 1 грамм. 2 грамма. И нам нужно все это хорошо размешать между собой. Так, это мы сейчас отложим в сторону. И нам нужно теперь нам нужно смешать мокрые ингредиенты. Для этого нам нужно всего лишь 2 яйца и молоко. В отдельную миску я разбиваю 2 яиц, целостных яиц. Я не буду разделять ни желтки, ни белки по отдельности. Вот яйца мы хорошо между собой вот так размешаем до однородной смеси. Возвращаем на весы. Кстати, если кому интересно, у меня получилось ровно 110 грамм яйца. И здесь я добавлю 225 миллилитров обычного молока. Если вы имеете непереносимость к вот такой вид молока, то можете взять миндальное, кокосовое, соевое, любое вид молока. И это тоже все хорошо вот так размешиваем, соединяем между собой яйца и молочко. Когда мы все это размешали, мы делаем вот такая вороночка типа между нашей муки и выливаем наша молочно-яичная смесь к нашими сухими ингредиентами. Нам главное, чтобы получилась смесь без никаких комочков, чтобы она была однородная, гладкая, хорошая. Так, наша смесь практически готова, но смотрите, она достаточно жидковатая. Просто в этом разе у меня были очень крупные яйца, поэтому я добавлю еще 20 грамм муки. И нашей смесью я сейчас добавлю вот растопленное сливочное масло 25 миллилитров. Когда наша смесь уже готовая, вот видите, какой у нее консистенции, то есть она более как густые сливки, даже более, скажем, как густой кефир. И когда наша смесь готова, я эту смесь отправлю вот такая бутылочка, потому что мне намного удобнее через бутылочку наливать на сковородке. Вот такая бутылочка у меня получилась, 400 миллилитров. Сейчас я ее ставлю на минут 10-15 в холодильнике и будем их готовить. Я вам говорила, почему удобно в бутылочке, потому что ты можешь регулировать размер тех панкейков, которые вы хотите. То есть вот так мы и делаем. И вот я регулирую как бы их размер.
То есть мне это хватает, такой размер, поэтому я уже буду накладывать на второй панкейк. То же самое мы делаем и с нашу вторую сковородку, которая сухую. Вот видите, пузырьки начали образовываться, то есть скоро нам придется их разворачивать. И разворачиваем. Если вы берете вот такую хорошую сковородку антипригарную, то ничего у вас не прилипнет, все будет просто чики-поки-моки. Как понять, когда нужно уже приворачивать наши панкейки? Только получается пузырьки на них, значит они готовы уже к развороту. То есть вот тут в середине, когда не получается пузыречки, вы берете с лопаточку и быстренько разворачиваете. Если у вас панкейки вот так поцеловались, ничего страшного с этого. Все просто вот так берете, только не силиконовую, а деревянную лопаточку и их разъединяете. И не берите силиконовые лопаточки, потому что я пытаюсь подогнать, а оно вот тут застроет и все. То есть мне нужно со двумя лопаточками работать. Есть очень хорошие лопаточки Тефаль черного цвета, пластиковые, то у них очень удобно. С это не очень. Итак, наши панкейки уже готовы. Одна стопка, та, которую мы жарили на масле, одна стопка, та, которую мы жарили без масла на сухую сковородку. Я их уже полила с кленовым сиропом. Кленовый сироп это очень характерный для Канады и для американцев. Поэтому я, как настоящий американский человечек, решила их полить именно кленовый сироп, а не какие там других сиропов. Теперь мы их будем пробовать. Берем и режем. Вот какие у нас они пушистые получились. И теперь в кленовый сиропчик. Наши панкейки получились очень вкусные. Я впервые добавила сливочное масло сверху, и, если честно, я не понимала, когда видела в фильмах, что американцы сверху добавляют сливочное масло. Зачем? Но сегодня, попробовав сочетание кленового сиропа и сливочного масла, я поняла, что это очень крутое сочетание. У тебя есть кленовый сироп, который имеет легкий привкус древесины, и он достаточно сладковатый, а сливочное масло имеет глубокий сливочный вкус и легкая нотка свиноватости. Когда приплетаются вот эти все вкусы, это получается просто нереальный и незабываемый вкус. Поэтому, если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока!